Ну, в общем, вот такой вот минимальный набор. Вот. Это получается у нас идут софтбоксы такие. Это у нас идут штативы. Здесь какие-то пометочки есть. Здесь тоже есть, только на том конце. И такие вот коробочки. Это походу плафоны. Вот. Лампочки я от них отказался, потому что они мне не понравились. Вот. Ну, в принципе, давайте тогда раскрывать. Раскрывать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить все внутренности. Так. Сейчас я поверну камеру. Вот так будет лучше. В общем, как-то так. Ну, собственно, вот они. Китайцы молодцы. Но я вообще не люблю обобщенные понятия, да. Но ребята, которые мне продали этот товар, они молодцы. Так, это, так понимаю, сам софтбокс. Вот это раз. И вот эта ткань, через которую проходит свет. То есть, когда мы свет напрямую направляем, да, у нас образуются такие резкие тени. А когда свет проходит через ткань, она рассеивается и тени пропадают. Вот, то есть задача софтбокса, мы помещаем вот сюда лампочку, внутрь закрываем это все тканью, и у нас свет уже будет рассеиваться, отражаться от этих стенок и рассеиваться через ткань. В общем, здесь все окей. Второй софтбокс. Так, тоже видим такую ткань. Вот. И, собственно, сам софтбокс, который будет у нас рассеивать свет. Софтбокс я взял размерами полметра на 70 сантиметров. Вот, то есть вполне достаточно. Так, это у нас штативчики. Сейчас будем открывать штативчики. Наверное, с одной стороны порежем как-то аккуратно. Штативы получается на 2 метра, то есть они здесь раскрываются. Здесь будут крепиться плафоны на 4 лампы. Еще одна коробка. Очень удобно открывать таким ножиком, очень удобно. Это мы уберем. Опять мы видим крепление, там где крепится плафон, ножки, которые будут расставляться. То есть они как-то так идут, здесь разворачиваются. Это, так понимаю, опускается. Здесь надо немножко снять фиксацию, да? Угу. И оно вот так должно как-то вниз передвигаться, чтобы ножки раскрылись. То есть оно как-то так раскрывается. Так, это, так понимаю, плафоны.
Все очень хорошо упаковано. Мы видим здесь крепление. Вот такое. Надо будет разобраться, что и как. Плафончики очень качественные, из качественных материалов. Так, здесь оно у нас подключается. Сейчас мы их будем проверять. По советам других блогеров сказали, что качество освещения гораздо выше будет. Но я, в принципе, не жалуюсь на освещение. Ну да, конечно же, профессионалы скажут, что освещение как бы нету того минимума, да, то есть тени все-таки резкие. Вот, но мне хотелось бы, конечно, набрать какой-то минимум, да, чтобы видео было качественно. Так, давайте теперь проверим наши плафончики. Включим лампочку. Такая лампочка у нас идет. И включаем. Ребят, все работает, я очень доволен. И вот таких вот лампочек будет несколько. Я проверю все остальное, и дальше вы увидите меня. Сейчас я снимаю на свою фронтальную камеру. Вы за моей спиной видите еще один софтбокс. Он как бы открытый. Вот. А здесь уже идет собранный вариант. То есть мы видим здесь ткань, за которой находятся 4 мощные светодиодные лампы. Их пока что нет, их надо будет докупить. Вот. И, собственно, то есть, когда мы включаем свет, он рассеивается благодаря вот этой специальной ткани. И тени как бы пропадают, они становятся такими мягкими. Что могу сказать? Осталось только докупить лампы. Пришли, в общем, лампочки, вот так они выглядят. Мы с вами будем распаковывать только одну. Заказывал я, значит, лампочки на 5500 кельвинов, то есть холодный цвет, обычный дневной, и на 2600 люменов. Вот. Сейчас давайте тогда одну мы посмотрим, как она будет выглядеть. И я дальше буду проверять. И чтобы вам не было скучно, мы потом сразу включим и, ну, то есть поставим, установим в софтбокс и посмотрим, какая будет разница с включенным софтбоксом и с отключенным софтбоксом. Я, конечно, надеюсь, что разница, конечно, будет ощутимая. Так, ну в целом, сейчас здесь чуть-чуть. Так, ну здесь у нас эти штуки нам не нужны, нам нужно только, нам достаточно одной. Так, давайте теперь посмотрим саму коробочку. Ее надо как-то открыть здесь. Надо делать это очень осторожно, чтобы не пораниться. Тут всюду скотч. Очень хорошо упаковано. Очень хорошо упаковано. Так, я осторожно это все буду делать. Вот так выглядят наши лампочки. Мне показалось, или оно дало свет? Ну, в общем, да, интересно, надо будет пересмотреть видео. Я когда открыл коробочку, у меня было такое ощущение, как будто, вот, знаете, вот мигнуло так светом. Ну, в общем, вот такая вот лампочка улиточная. Здесь написано 5, все правильно, 5500 кельвинов. И по заявлению она дает 2600 люменов, что является очень хорошо. То есть в одном софтбоксе будет 4 таких лампочек, и будет очень даже нормально. Ну что, посмотрим, как это теперь будет все работать.
Ну, в общем, я снимаю на свою фронтальную камеру. Получился такой свет. Я пока что экспериментирую. Получается, один софтбокс расположен фронтально, а один светит сбоку, чтобы сделать рефлексы. Вот, но получается настолько сильное освещение, что сложно открыть глаза. Даже сложно себе представить, что придется постоянно так снимать видео. Но я сейчас снимаю на фронталку, у меня недорогой телефон на самом деле, обычный Lenovo K3 Note, Android, покупал его за $100. Передняя камера у меня показывает сейчас 8 мегапикселей, задняя камера будет показывать 13 мегапикселей. Есть еще профессиональная камера, она 16 мегапикселей. В общем, будем экспериментировать.